Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Сегодня вторая часть марлезонского балета. Продолжаем тестировать автоклав Fencel Mini. Сегодня посмотрим его в работе. Я хотел приготовить тушенку, но банки мои для тушенки так и не пришли. Но пришли баночки, которые я заказал для рыбных консервов. Вот такие вот великолепные баночки. Они с крышками. 8 баночек пришло. Значит, 8 консерв сегодня и будем готовить рыбных. И заодно узнаем, как работает этот автоклав Fencel Mini. Как он себя покажет, узнаете в конце программы. Смотрим! Вначале подготавливаем рыбу. У меня сегодня Навага купил по случаю по 150 рублей за килограмм. Почти даром. Отрезаем голову, хвост, плавники, чистим изнутри, промываем и нарезаем на порционные куски. Для этого я отмерил расстояние от дна банки до плечик, отрезал один кусочек рыбы и по нему уже нарезаю остальную рыбу. Тогда у нас все кусочки получатся одинаковые. Вот столько рыбы у нас получилось. Отправляем рыбу в глубокую чашу, взвешиваем. У меня получилось 2,5 килограмма. Теперь солим. Раз у нас 2,5 килограмма, нам понадобится 25 граммов соли. Рассчитывается очень просто. На 100 грамм продукта идет 1 грамм соли. Теперь рыбу тщательно перемешиваем и отставляем ее в сторону. Пускай пока просаливается, а мы займемся соусом. Для этого лук нарезаем под блендер, отправляем в чашу и измельчаем в блендере. Для приготовления соуса нужен лавровый лист, но я его в соус не добавляю, а кладу сразу в банки по одному небольшому листочку. Переходим к плите. В небольшую кастрюльку наливаем 50 мл растительного масла, измельченный лук и обжариваем его около 2-3 минут. Затем добавляем томат-пасту. Чем качественнее у вас томат-паста, тем вкуснее будет соус. Перемешиваем, убавляем огонь на средний, добавляем сахар, соль и 70 мл холодной воды. Хорошенько перемешиваем. Для этого рецепта, естественно, нужны приправы. И я вам предлагаю приготовить смесь заранее. Берете гвоздику, кориандр, белый перец, можно заменить его черным, и, конечно же, красный перец. Берете всех этих ингредиентов по 5 грамм и пробиваете в кофемолке. И у вас получается великолепная смесь, которую вы потом можете использовать для приготовления различных блюд. Ну и, конечно, идеально она подойдет именно для нашего сегодняшнего рецепта приготовления соуса. Берем всего 2 грамма этой смеси. Также сюда я добавляю 3 грамма лимонной кислоты. Таким образом я заменяю ГОСТовский уксус 70%, которого по рецепту нужно 7 грамм. Теперь тщательно перемешиваем, провариваем буквально 2-3 минуты. Соус получается довольно-таки густой. И теперь, пока соус горячий, половину соуса разливаем на дно каждой банки. Затем плотно укладываем рыбу. Не утрамбовываем, но укладываем плотно. А затем соус, который остался, наливаем сверху. Банки плотно закрываем крышками. Банки с рыбой подготовили, подготавливаем автоклав. Надеваем уплотнительное кольцо. Так как я готовлю на пару, то наливаю в автоклав всего 1,5 литра воды. Ставлю фальш-дно. На фальш-дно выставляем банки с рыбой. Ставим площадку для выравнивания и на нее ставим еще 4 банки. Закрываем крышкой. Устанавливаем воздухоотводный шланг. Закручиваем крышку рым-гайками. Я надеюсь, вы помните, что закручивать их нужно попарно. Прощелкиваем аварийный клапан. Включаем плиту. Как только пар выдавит воздух и из воздухоотводного шланга пойдет пар, перекрываем клапан. Буквально через несколько секунд срабатывает обратный клапан, и в автоклаве начинает подниматься давление. Ждем, когда температура достигнет 115 градусов. У меня автоклав выходил на эту температуру 30 минут. Снижаем температуру на плите и засекаем 60 минут.
Через 60 минут выключаем плиту, но автоклав с плиты не убираем. Пускай остывает. Прошло 4 часа, температура в автоклаве снизилась до 40 градусов. Открываем воздушный клапан, откручиваем рым-гайки и снимаем крышку. Смотрим, что же у нас там получилось. Ну и смотрите, какая красота получилась. Выглядит так здорово, что уже хочется прям открыть эту баночку и съесть. Но надо еще подождать. Ни на одной банке крышку не сорвало. Все крышки втянуты внутрь. Теперь надо консервам дать настояться ну хотя бы сутки. Потому я их убираю на балкон, чтобы не было соблазна. Ну что ж, друзья, так уж получилось, что прошло 2 дня. Рыбка наша готова. Она пропиталась маринадиком. Она такая вот красивая. Смотрите, какой соус густой. Давайте ее открывать и пробовать. Но не все так просто. Нужно приложить усилия. Смотрите, как клево смотрится. А запах? Соус густой, а я обожаю густые соусы. И по большому счету это готовый ужин. Выкладываете рыбку в тарелку, добавляете зеленый горошек и можно украсить петрушкой. Ну смотрите, прям празднично выглядит. Но самое главное, что же у нас с рыбкой? Рыбка прекрасно держит форму. Косточки разминаются. Пробуем на вкус. Блин, ну это офигеть! Реально, это круто! Рецепт супер-пупер бомбический. Вкус из детства. Именно такую рыбку я обожал в детстве. Да и сейчас она мне нравится. Только сейчас таких консерв очень редко найдешь. Чтобы и соус густой был, и рыба не разваливалась, и чтоб косточки были нежные. Ребята, готовьте обязательно. Ну а что же мы скажем про автоклав? Как он мне? Ребята, я, если честно, в восторге. Это такая штуковина классная, реально. Во-первых, мне нравится она своим объемом. Не то что объемом, а размером. Она маленькая, удобная. Можно спрятать. Наша кухонька малепусенькая вообще. Где нам даже здесь с камерами-то и то тяжело развернуться. Значит так, огромнейший плюс размер. Второе, готовит на пару. А значит и нагрев быстрее. Ну, приготовление, оно есть приготовление, и какой бы вы автоклав водяной или паровой не использовали, приготовление будет все равно одинаковое. А вот остывание у автоклава парового гораздо быстрее. У меня автоклав опустился до 40 градусов за 3 часа. Ну, правда, потом он целый час еще держал, в принципе, до 40 градусов и не падала температура. Так что пришлось уже открывать. Ну, при 40, даже при 50 открывать уже можно, но я не рекомендую. Дождитесь остывания. Чем сильнее остынет, тем лучше. Ну и еще один главный плюс, и опять-таки из-за его размеров. Допустим, у вас дача. Вы можете готовить и дома консервы, захватили его с собой, поехали на дачу, и на дачке можно готовить те же самые консервы. То есть, а сейчас и ягода пойдет, а там и грибочки, а там уже и овощи поспеют. Ребята, ну, незаменимая вещь, особенно для дачников. Ну и тем, кто любит в хорошие, полезные и вкусные консервы, тоже от души рекомендую. Кстати, напоминаю, ссылка на магазин в описании и 3% скидочка по промокоду BURMIX. Обязательно используйте эту скидку. Получайте хорошего помощника за небольшие деньги. Ребята, готовьте, радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. И я все-таки надеюсь, что баночки придут, и мы в следующей программе приготовим тушеночку по ГОСТу. Бурмикс.